Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua, это рубрика «Комментирую игру моего подписчика», и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Топ Не Один. Еще одна интересная каточка, и вижу, она начинается у него с рубрики «Все по два». Ну что, будем обозревать эту каточку. Надеюсь, здесь будет что-то такое интересное и не метовое, потому что на самом деле мне очень много каточек скинули с метовыми сборками и с довольно такими самыми обыденными. Ну, ребят, самые обыденные сборки не особо всегда интересно смотреть, потому что все прекрасно знают, что такое мета, как это через мету играть, и что в 90% случаев в топ-3 ты как минимум зайдешь, даже если у тебя там какие-то предметы, ну, супер ук будет. Поэтому, ребят, надеюсь, что эта каточка будет не по мете, потому что сегодняшний ролик, который я выпустил в 12 часов, там явно показывает, что такое мета, с чем она живет и что такое, когда ты пытаешься на чем-то необычном сыграть. И насколько это хорошо получается сыграть на необычном. Правильно? Правильно. По традиции, ролик я не смотрю от А до Я, чтобы пережить вместе с вами все эмоции и тому подобное. Ну, думаю, это вы все прекрасно и так знаете. Судя по всему, он берет предметы на ману пока что. И мне кажется, здесь будет какой-то магический билд. Потому что здесь, кстати, есть дух пятерочка. И можно реально замутить такой хороший, интересный магический билд через духа пятерочку. Довольно не метово. Да что ж такое, алло. Успокойся, горло. Извиняюсь, ребят, извиняюсь. Так, гоблин убийца со старту, хорошо. По традиции, если вы хотите, чтобы я прокомментировал вашу игру, то в комментариях закреплена ссылочка на конкретную запись в моем телеграм-канале, где я подробно описываю, что конкретно я хочу сделать, что вам конкретно нужно сделать. Ой, короче, оговорочка по Фрейду, сорянчик. Вот. Конкретно описываю, что конкретно нужно сделать для того, чтобы я прокомментировал вашу игру. Поэтому переходим, соответственно, в мой телеграм-канал, на эту запись, соблюдаем все условия, скидывай мне каточку, я ее буду комментировать. Все, только, ребят, внимательно проверяйте свои записи, потому что зачастую я открываю запись, а она то с низким качеством, то с 24 FPS, то еще с чем-то. Короче, я думаю, вы меня прекрасно поняли. И, ребят, не забудьте поставить свой лайк в поддержку, потому что мне необходима ваша поддержка, потому что как-то лайков стало мало, а мне приятно от лайков. И, соответственно, ролики продвигаются в тренды и рекомендации, когда лайков много, и комментариев, когда много. Поэтому смотришь на меня сейчас, вот так вот в мои яркие, зеленые, красивые глаза смотришь, вот так вот смотришь, да? Молодец. Комментарий от 3 слов и лайк поставь прямо сейчас, быстренько. А если ты еще не подписан, то подпишись, потому что цель 5000 подписчиков. Ну, губа не дура, поэтому цель 1 000 000 подписчиков. Поэтому к всему нужно достигать, правильно? Правильно, все, работаем, ребята, работаем. У нас с вами такие, знаете, рабочие отношения. Вот, все, от вас жду максимальный фидбэк. И, соответственно, на телегу подписывайтесь, потому что там хочу тоже 1000 подписчиков достичь. И там самое главное, вот реклама такая, знаете, небольшая, интегрированная реклама моего телеграм-канала. В моем телеграм-канале я пишу, когда у меня стримы, пишу по обновлениям этой игры. И самое главное, там есть чат комьюнити. И, соответственно, небольшой свой личный блог. Веду там что-то интересное, с чем-то вами делюсь. Короче, интересно и без какого-либо лишнего спама. Поэтому все, кому интересно, подписывайтесь, не стесняйтесь. Всех жду, обнял, приподнял. Так, что-то еще хотел сказать. Вспомнил. Подписчик написал в комментариях о том, что кто играет с планшета и с телефона, то в настройках появилась функция изменения интерфейса на классический, который был до этого. Поэтому что, ребят? Все, меняйте интерфейс на классический, если вам не нравится новый интерфейс, который они выпустили с максимальными багами и тому подобное, и так далее, так далее, так далее. Вот. Что-то еще такое. Еще вспомнил, что хотел сказать. Совершенно забыл. Самое главное такую новость. Завтра будет стрим. Стрим в 6 часов вечера по киевскому времени. Поэтому всех жду. Запасаемся вкусняшками, потому что стрим будет необычный. Там не будет, скажем так, обычная, грубо говоря, игра там с подписчиками, либо что-то еще. Там я буду комментировать игры своих подписчиков в онлайн-режиме вместе с вами. Соответственно, я думаю, это будет очень интересно. Поэтому что? Правильно, присоединяемся. Все. Вкусняшки запасаемся, вопросы готовим, у кого есть какие вопросы, и будем обозревать каточки, потому что на самом деле я к этому решению пришел из-за того, что у меня очень много рубрики скопилось, и вот, допустим, от топ не один у меня примерно 15-17 роликов скопилось, от Шеймана у меня скопилось тоже там много роликов, короче, много роликов скопилось от многих подписчиков, поэтому, чтобы, скажем так, немного облегчить данную рубрику, то давайте поступим данным образом. Все. Завтра будет такой вот стрим, будет интересный. Всех жду. Старт у него, конечно,
интересный, особенно у его противников, потому что там куча двоек, например, снайпер 2 звезды, а у него вот как бы тоже в 2 звезды пришло усиление. Я считаю, это добротное усиление, которое конкурирует 100% с усилением вот этого чувака, который на первом месте сидит, или на третьем месте, который со снайпером 2 звезды. Ну, я считаю добротное у него усиление, скажем так, в противовес ставит свое и просто показывает, кто здесь реально батя. Кто здесь реально батя? Кстати, чего воинов не поставят? Вот это вот интересно. Я думаю, воины бы, ну, немного получше дали бы ему результат. Хотя хрен его знает. Ну, на самом деле, я думаю, воины бы дали ему получше результат. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Хотя, судя по столам его противников, то мне это всего лишь кажется. Потому что столы у противников там нормально так могут приколоть. Вот. Что же интересно здесь он будет нам показывать сегодня? Хочу хорошую, противоборствующую каточку, которая будет с лютым противостоянием и с неожиданным концом. Вот что я хочу. Вот что я хочу. Особенно с неожиданным концом. Еще, ребят, я там задавал вопросы уже. Ну, на самом деле, много вопросов. Но давайте так. Я хочу, чтобы вы оценили мой контент в целом на канале от 1 до 10. Вот просто, знаете, байт на комментарии. Напишите, как вам мой контент от 1 до 10. И второй момент, который я хочу вас спросить. Что добавить в данную рубрику? Вот что конкретно мне там, раскрывать какую тематику, либо что-то еще. То есть напишите в комментарии, что мне конкретно раскрывать в данной тематике. Потому что я как бы стараюсь и так много информации давать, но мне хочется, знаете, чтобы это было познавательно-развлекательно. И чтобы было прикольно, знаете, на расслабоне посидеть, посмотреть. И чтобы можно было и для себя что-то как бы вытащить из этих роликов. То есть, ну, думаю, вы поняли меня, короче. Все, жду полноценный фидбэк. Жду полноценный фидбэк. Вот. И, кстати, кто смотрел стрим по вот этой вот новой игре, которая там я вот... драйвер-симулятор, грубо говоря, вот это, которая в раннем доступе. Как вам подача моего контента? Насколько это было круто, насколько это было прикольно именно от меня. Да, игра там скучноватая, все об этом сказали, но в целом, как вам она? Типа, как я ее подал? Насколько интересно было ее смотреть? Вот. Вот. Все. Жду от вас фидбэк. Полноценный фидбэк. Так, а кто там у них держит топ-1? Какая там сборка? Я думаю, это сборка, там, где чел играет через снайпер. Ага, поставил магов через вайпера. Ну, в принципе, кстати, хорошее решение. Хорошее решение. Я бы даже сказал, добротное решение. Реликии, кстати, тут тоже прикольные. Так, жрицу продал, чтобы выйти в 20 монет. Отлично. На самом деле, вот если так ну, посудить, то у него... О, хорош. У него почти все эти есть. Демона ищет. Ага, хорошо. И Chaos Knight берет. Отлично, чтобы выйти в ранних волшебников. Это хорошее решение. Тут есть, что, яичко, хорошая реликвия для старта. Хотя не, яичко для старта не очень хорошее. Больше всего хорошее это кабанчики. Потому что если играть через кабанчиков, там нужно очень много денег получить. Вот. Так понимаю, он хочет сыграть через 9 магов со старта. И, судя по всему, через вайпера. Ну, посмотрим. Есть еще, кстати, там реликвия, по-моему, награда за гоблинов. Я так мельком увидел. Но сейчас посмотрим. Сейчас он еще раз покажет их. Хочу посмотреть, что там за реликвия такая интересненькая. Интересненькая реликвия. Знаете, у меня что-то такое на языке вертится. Вот, знаете, перед тем, как сесть комментировать, у меня была такая хорошая мысля в голове. А вот что конкретно было в этой голове, вот, уже не помню. О, Лагуна, спасибо! Не, на самом деле, стол у него не шибко сильный, чтобы против мобов пожить. Яичко упало. На самом деле, ему более хорошая еще и реликвия упала. Если объективно так посудить, то у него довольно-таки хорошая реликвия упала. Могло намного хуже упасть. Да, хорошие здесь реликвии на каточку. Особенно мне нравится рейд ночных зверей, которые на 35-м раунде можно забузить. Ну как забузить? Получить кучу шмоток. Так, ага, яичко взял. Интересно. Но я бы на самом деле, наверное, на такой стадии игры бы не активировал эту реликвию. Но посмотрим, как он сможет раскрыть данную реликвию на ранних раундах. О, кунфуист, панда, понял, принял. Но, судя по всему, игра у него будет легкая. Легкая. Прям ощущается, насколько легкая. Чувствуете вот эту легкость? Легкая. Боже, какая тупая игра.
меня это бесит. Меня бесит, когда в момент перепрыжки все скиллы ивейдятся. О, ну спасибо, хотя бы, ладно. Ладно, все, закрыли тему, проехали. Хотя бы Лина ему пришла. Лина это хорошо, Лина это круто. Меня бесит то, что в момент перепрыжки, вот когда фигура перепрыгивает, то эвейдятся скиллы. Ракетки Тинкера, Разора скилл тоже эвейдит. Там много скиллов, короче, эвейдятся в момент прыжка. Зачем разработчики так сделали, мне это не понять. Может, это, конечно, фичка такая, знаете, фишка. Не то ли баг, не то ли фича. Как говорится, это не баг, это фича. Но мне на самом деле не нравится, когда в перепрыжку эвейдятся скиллы. Но вот, судя по всему, здесь будут маги. По крайней мере, это то, что я вижу от него. Скорее всего, в действительности будут маги. Мне вот хочу посмотреть стол вот этого топчика, которого 7 винстрик. Что у него там конкретно происходит? Что у него конкретно происходит на столе? Короче, ребят, в последнее время ролики выходят позже, чем обычно в 12 часов. Потому что это зависит не от меня. Почему-то вечная обработка включается, и мне надо перезалить ролик. То есть там будет 12 часов плюс обработки, и больше бывает часов обработка, но все же какого-то... Ну, она что-то не обрабатывается, и все. С чем это связано, я не могу понять. Может, кто-то знает причину, почему так долго обрабатываются ролики, почему он в вечную, грубо говоря, обработку делается. Ну, это ненормально. Обычно у меня ролик, он очень быстро там отрендерится, очень быстро обработается, и... О, 9 магов на связи, здорово. Отлично, отлично. Довольно-таки рано ему Леон пришел. Выйдет из уровня, поставит? Или не поставит? Я думаю, пока что ставить не будет. Или выйдет из уровня все-таки. На самом деле, 9 магов ему могут хорошо помочь. Но из инкама он не хочет выходить, окей. Не хочет, не хочет, ну и ладно. Посмотрим. Кстати, вот этот эльфийка, насколько я помню, она руинит весь магический урон, который будет наноситься. То есть, допустим, смотрите, вот видите, появилась эта вот цепочка. Если Разор закастует в это время свою способность, то цепочку она должна заэвейдить, насколько я правильно помню. То есть на весь урон выйдет. Еще самое жесткое то, когда тебе яйца приходят на ранних раундах, и ты тупо тратишь всю свою экономику для того, чтобы купить это яйцо. А, вот что я еще хотел сказать. Ребят, вдруг кто не знает, то у меня 2 ролика на канале выходят каждый день. В 12 часов и в 18 часов. Поэтому что правильно, наслаждайтесь контентом. Его достаточно много и достаточно качественный. По крайней мере, я в это верю. А если что, то вы меня поправите в комментариях. Но я уверен, что мой контент достаточно шикарен. Я прекрасно об этом знаю. Я хочу посмотреть, вот пока что не показывают, но я бы хотел посмотреть вот список топ-1. У него там 9 винстрик, что у него там конкретно такое, почему он держит такой огромный винстрик. Я хочу посмотреть, в действительности ли это так. Эвейдится ли урон от Разора в эту цепочку. Давай, в Тинкера. О, а вот это вот мой Тинкер, знакомьтесь. Вот это вот мой Тинкер. 2 ракетки в мертвую цель и 1 ракетка в живую цель. Это мой Тинкер. Ага, вышел, отлично. Мобов, я думаю, он затащит. У него сильный стол, должен мобов затащить. Я, по крайней мере, я надеюсь, что сможет затащить. Хочет играть через Вайпера. Интересненько. Если он сможет сбить чуваку винстрик 10, боже, это такой подарок будет. На самом деле у него такой... Не, ну у него довольно-таки сильный стол, но по сути он должен его вынести. По сути. Я думаю, что он все-таки его вынесет. По сути, ну я реально думаю, что он его вынесет. А ну-ка, давайте так. Сейчас ролик ставим на паузу и пишем в комментариях, сможет ли он забрать его винстрик или не сможет забрать его винстрик. Хрень, предметы упали. Яйцо ему выпало. Ну вот, кстати, мана плюс 50 тоже приятный предмет. Но вот это тут... Да, дискорд он и выйдет. Хорошо. О, мана плюс 50 тоже шикарно. Распределил правильно предметы. Даже скажу, грамотно распределил. Ману плюс 50 закинул в Разора и плюс 50 регена мана закинул в Разора. Хорошо. Если он раннего Разора в 3 звезды соберет, это будет шикарно. Кстати, он может, знаете, как сейчас поступить? Он может выйти в 50 монет плюс, начать ролить и собрать себе раннего Разора в 3 звезды благодаря яйцам. Зависит все от того, придет ли ему Разор. Вот.
Разора надо... О, нет, скорее всего, он может его даже не забрать. Чел даже 2 предмета не ролит. У него 2 зеленых предмета лежит, он тупо не хочет их ролить. Но я бы на его месте Разора поближе бы поставил. Потому что там вот этот вот топчик, типа вот этих он правильно... А не! Видели? Цепочка не ивейдится. Я что-то думал, что цепочка будет ивейдиться. А цепочка не ивейдится. Это отлично. Это отлично. Я почему-то реально думал о том, что цепочка ивейдится. А цепочка, оказывается, не ивейдится. Это хорошо. Это отлично. Это то, что доктор прописал. Я реально свято верил в то, что когда цепочка от эльфийской волшебницы накидывается, то магический урон ивейдится. А оказывается, не ивейдится. Это хорошо. Просто кто-то мне когда-то писал в комментариях о том, что в действительности цепочка ивейдится. Точнее, ивейдит урон. Ну ладно. Был бы разор в 2 звезды, уже бы нормально так имел. Имел всех. Хорошо. Я просто подумал, как это сказать грамотно и цензурно. О, там челику сбили винстрик. Ай-яй-яй. Ну, кстати, грамотно делает, ролится. Ролится, чтобы найти себе сильные фигуры. Это хорошо. Надеюсь, что он найдет раннего разора. Ранний разор в 3 звезды много даст. Очень много даст. А еще если он найдет посох 3-го тира, то это будет вообще идеально. Лину в 3 звезды будет собирать. Кстати, знаете, как он еще может сыграть? Вот чисто, вот если так подумать, углубиться в это все, он может собрать Лину в 3 звезды и сделать из нее физического керри. То есть не через магический билд, а вот именно через физический билд. То есть оставить посох 3-го тира, да, и дальше собирать себе Лину с руки. То есть там маска 5-го тира, криты, Мьёльнир и тому подобное. Я думаю, это будет неплохо. Молния ему будет бустить, соответственно, скорость атаки. Уровень идет. Ну ладно. 7-й возьмет. Вышел из инкама, поставил Вайпера. Окей, Вайпера в 2 звезды собрал. Интересное решение, необычное. Но это для того, чтобы было много контроля. Расстановку делает грамотную, чтобы они били сразу Вайпера, и, соответственно, чтобы они сразу в облет кидались. Был бы у него посох 3-го тира, там бы был бы вечный облет. Пинг, конечно, шикарен, мне нравится. 200 пинг — это то, что доктор прописал. Знаете, что будет сейчас забавно? Что если ему сейчас вот этот топчик один придет, и он его выиграет. Вот это будет забавно. Чуть-чуть не дождаться. Ну, если он сейчас его вынесет, то он его чуть-чуть не дождался. Вот, кстати, он и пришел. Ну-ка смотрим. Понимаю. А чё он за дичь там делает? А, все, я понял. Знаете, что он делает? Кроме того, что нашел антимага, у него, по-моему, если не ошибаюсь, то у него реликвия баночек. Вот этих вот баночек, вот это, не бан, как-то, манго, короче. У него вот эта вот реликвия манго, которая дает ему этот, скажите, я вам скажу. Короче, если ты будешь правильно, ты можешь вообще забустить себе баночку, которая защитит тебя от летального исхода, и, соответственно, дает баночку, которая дает тебе экспу и деньги. Это хороший мув на самом-то деле. Расстановку, конечно, немного не поменял он. Я бы я бы поменял бы на самом деле на его месте. Потому что сейчас может произойти поплава. Ну, в принципе, плевать, все отлично. Все отлично. Все шикарно, я бы даже так сказал. Я на мгновение подумал о том, что сейчас Урса прыгнет прям к линии, начнет Лину дубазить. А там все хорошо сделано. Там эльфийская волшебница отлично сделала. Кососколы, фрукт. Я бы ну да, кососколы берет. Теперь вот вопрос, сможет ли он вывести вот этого топчика на первом месте? И будет дальше ролиться, окей. Лина, отлично. Эгида, кстати, Эгида хороший персонаж. Можно брать. Не хочешь? Это хороший нюк со старта. Там долгая КД, конечно, но...
О, ну ясненько. Манки Кинг 2 звезды. Мгм. Понял, принял. Понял, принял. Не осуждаю ни грамма. Мгм. Еще и куча яиц. Если он сейчас раннего Манки Кинга себе в 3 звезды соберет, это будет максимальная поплава. Бог-жрец собирается, кстати, тоже не нужно его со счетов скидывать, потому что там уже Вич-доктор. Еще и один, короче, тут 2 бога-жреца. Пожалуйста, я и так травму сегодня получил. Давай ты не будешь Манки Кинга в 3 звезды собирать. Оставь его в 2 звезды и даже не пытайся собирать его дальше. Договорились? Ой, хорошо. Ай, нет, нехорошо. Не, он его забрал, он его вынес. Но Лина не кинула лагуну куда надо. Она в одну цель кинула, а не в связку. Это обидно. А чё косу, кстати, не заюзал? Вопрос. Имеется вопросик. Лина в 3 звезды много ему даст. О, да. О, да. Вот это вот хорошее. Вот это вот отлично. Теперь вот вопрос, как он будет эту Лину реализовывать. Либо, как я сказал, он будет из нее делать физического керри, будет с руки наваливать, плюс у него будет баф этих, баф обледенения. 4 яйца у молодого, боже. Я реально надеюсь, что он не найдет себе Манки Кинга в 3 звезды. Очень надеюсь. У него хоть и реликвия яиц, но я очень надеюсь, что он не найдет себе Манки Кинга в 3 звезды. Ему тупо сейчас надо найти 2 Манки Кингов, он его делает 3-звездочного раннего, и все. И делай, что хочешь. Отцепись! Падло. Разорчик давай! А, там Дум. Обидно. Обидно. Да, будет Разора собирать себе, будет через Разора играть. И через волшебников. Вопрос только, как он будет Лину реализовывать. Реально, мне очень интересно, как он будет Лину реализовывать. По идее, он даже вот этого топчика может вынести. Чего там полностью строился. Пожалуйста, только не найди себе Манки Кинга в 3 звезды. Я тебя молю. Не найди в 3 звезды его. Хорошо, челика вынес, косу заюзал. Хорошо. Молодец. Молодец, Лина. В дохлую цель кинула лагуну. Обожаю. Вот так, тупо лайк, ребят. Лайк ставим? Ставим лайк за такую лагуну. Ой. Лина, Линочка, Линочка. Так, пошел в уровень. Все. Перестал ролиться, пошел в уровень. Будет духа 5, наверное, искать. Чел на первом месте, строил все бабки, ему не пришел Манки Кинг, я думаю, он сейчас сидит в расстроенных чувствах. Ну и правильно. Ну и правильно. Хорошо, что ему не пришел Манки Кинг. Пришел бы Манки Кинг, хера бы давно закончилось. Ну там можно было бы со старта уже говорить, что чел займет топ-1. Если бы ему ранний Манки Кинг 3 звезды пришел. Потому что, ну, на самом деле, мне после сегодняшней каточки, которую я в 12 часов выложил, у меня Манки Кинг оставил очень приятные чувства. О, кстати, отличные жрецы, мне нравятся. Мне нравятся такие жрецы. Тупо лайк. Цемочку украл. Всегда бы так жрецы забирали именно тех, которые тебе вот вообще не надо. ЦМок там всяких и тому подобное. Ой, если он сейчас заберет у него винстрик, боже, сколько он много получит. Он так много получит. Самое главное, чтобы он не нашел там Манки Кинга себе в 3 звезды. Это самое главное. Я больше всего опасаюсь, что он найдет себе Манки Кинга в 3 звезды. Больше всего. Расстановку не меняют, потому что все равно подпрыгнут сейчас. Я на самом деле сыкую немного, когда вот такая вот расстановка. Типа я на 25-м раунде немного пытался как-то и получше сделать, но у него сейчас эльфийская волшебница все равно в заточение закинет 2 урсы. И, соответственно, там будут менять позиционку его фигуры. Но все же. Я немножко в таких моментах сыкую, и я все-таки стараюсь, ну, немного сделать по-другому расстановку. Ему бы посох 3-го тира. Давай, посох 3-го тира. Посох 3-го тира. Посох 3-го тира. Посох 3-го тира. Ребят, держим кулачки за него. Посох 3-го тира. Давай, давай.
О, вот это уже другой разговор. Я бы Discord не скипал, на самом деле. Discord хорошая тема. Я бы даже сказал, прекрасная тема этот Discord. О, еще Doom, еще яйцо. Вайпер. Так, не выходит, окей. Интересное решение закинуть в Дума яйцо. Я думал, он не будет закидывать в Дума яйцо. Ага, Разора продал. Хочет все-таки через Вайпера. Только что на Грима навелся по поле. А, ну все, забудьте. Я, смотрите, проявляю свои сверхъестественные способности. Вангую. Вангую. Что же челик займет? Топ-1. Гарантированно. Вот этот чел с Манки Кингом 3 звезды занимает топ-1. Гарантированно. 100%. Ну, гадалки не ходи, там 100% топ-1. Проверяйте, чекайте. О, Дум прилетел в Лину. Все, вот это проиграл еще. Все, и вечный стан. Даже не надо. Даже вечного стана не надо. Разорок продал, разорок пил. Это обидно. Это очень обидно. Особенно, когда такой Манки Кинг вырисовывается. Вы понимаете просто, в чем сейчас прикол? Чел возьмет, поставит себе гритеров и все. И ты будешь пальчик твой... Я даже вангую. Смотрите, все, я проявляю еще больше сверхъестественных способностей в этой катке. Смотрите. Экстрасенс Александр, Таролог Александр, Астролог Александр в действии. Чел в моменте поставит себе просто гритеров и будет наказывать всех и вся безнаказанно. Проверяйте. Проверяйте мои слова. Так оно сейчас и будет. Я чуть ролик на паузу не поставил. Все, сейчас таки будет. Мне просто пришло озарение, понимаете? На самом деле это просто травма. Это травма от того, что моего ТБ сегодня нагнули. Вот там еще и... О, по мартретке вообще урона не прошло. Я думаю, да. Только хотел об этом сказать, но он уже все сам сделал. Перекинул предметы в разор, это хорошо. Ему нужно этот посох как можно быстрее настакать, а Лина ему так посох не настакает. Вайпера продал, вышел в 50 монет. Сильные столы там. 2 бога жреца это сильно. Ему нужно найти медальон. Угу. Медальон, как обычно, не пришел. Естественно. Сейчас проверяйте, Разора под контроль заберут. Сейчас Разора под контроль... Смотрите, сейчас Разор под контроль забирается. Не, сейчас топчик сначала. Не топчик, а эльф придет. Ой, хорошо. Ну, посох потихонечку сейчас будет стакаться, это отлично. Это хорошие новости. 3 стака на посох. О, это хороший предметик. Это очень хороший предмет. Так, отлично. Медальон тоже нашел. Самое забавное, то, что он продал. Знаете? О! Самое забавное, то, что он... Короче, знаете, это была жертва для того, чтобы ему Разор дальше шел. Он его продал, потому что он ему один раз пришел. И он такой думает, да ну в бане не буду играть через Разора, буду играть там через Вайпера, все такое. И тут ему такое, подожди, мы с тобой не закончили, подожди. Я к тебе хочу приходить. И он такой думает, ну ладно, буду покупать Разора. Буду покупать Разора, раз он так настаивает. Блин, я хочу, чтобы он забрал этот винстрик. Я хочу, чтобы эта каточка наказала Манки Кинга. И я надеюсь... я более чем уверен, что этот чел займет топ-1 без единого сейчас вот шанса, грубо говоря, для всех. И тем не менее, в конечном итоге он все равно возьмет себе сейчас гритеров. Чтобы чисто не было каких-либо контролей против него. А он вечную палку свою накидывал. Вот так оно и будет. Ба!
Похоронная лагуна. Табло. Ищ. А, мне показался разорчик. Но вайпера не собирает, окей. На самом деле от вайпера и проку как-то особо мало. Вопрос, что он будет дальше делать. В принципе, он может найти рефрешер. И разор будет 2 раза кастовать свой прокаст. Либо же цепочку. Ну, блин, лучше, наверное, рефрешер. Вопрос в том, что будет с топчиком. 15 винстрик. Я не удивлюсь, даже если он ни разу не проиграет этот топчик. Вообще не удивлюсь. Ни грамма не удивлюсь. Хочу, чтобы он вот этого... Ну, короче, вот эти 2 винстрика сбить, он бы получил столько уровня. Он бы столько уровня получил. И я надеюсь, что у него все-таки получится. Для того, чтобы у него это получилось, ему как минимум нужно разора собрать 3 звезды. Либо же найти лича в 2 звезды с призмой и рефрешером. И агонимчиком. Вот. С личом, я думаю, у него вообще игра пойдет по иными красками. Рейд ночных... Да, да, давай разора. Давай! Ну давай, разор! Разор, пришло твое время. Рефрешер может? Maybe time to refresher? Не хочет пока. Но с таким бы разором я бы на самом деле все бы предметы перекидывал в разора, чтобы он был намного крепче. Но тоже, если Monkey King хоть один раз в стан попадет, если хоть один раз Monkey King его застанет, то все, там вечный стан. Типа, к гадалке не ходи, там вечный стан. Знаете, он в действительности ему может помочь. Это лич в 2 звезды с призмой, с посохом 3-го тира и агонимом. Лич его может спасти, даже против гритеров. Хотя не, против гритеров вряд ли, но в целом реально может спасти. Ой-ой-ой! Сюда, винстрик! Ай-яй-яй! О, да. Боже, какое это моральное удовольствие! Какое это моральное удовольствие! Еще антимага сверху, сюда! Против имбы нужно отвечать имбой. Ой, там чувак... О, молодой. Может, не надо? Может, не надо ролиться? Может, подождем? Мало ли тебе придет лич. И ты уже будешь под лича все делать. Может, подождем? Взгляд Азеса не будет работать на гритеров. Я уверен, что он гритеров поставит. Уверен. Гадалки не ходи, найдет гритеров. Отвечаю. Не спешит, хорошо. Ему лич нужен, очень нужен лич. Теперь вайпер покупается. Вайпер идет теперь. Ой, хорошо. Ой-ой-ой. Самый балансный персонаж на месте. О, еще сюда. Винстрик сюда, давай. Винстрик, дорогой, сюда. Лина. 2 раза снес ему винстрик. 2 раза получил тонну опыта. 1 раз 30 опыта получил. И 2 раз 32 опыта получил. Отличненько. Ему теперь... Если он будет не дурак, он либо поставит фул морских и вынесет его, либо же поставит гритеров и еще быстрее вынесет. Но против гритеров у тупне будут шансы. Только если там чел не найдет себе ультра-мега хорошие предметы. Надо лич. Я прям сплю и вижу, как ему нужен лич. Лич в 2 звезды с призмой, с посохом 3-го тира, агонимчиками, рефрешером. Даст ему все, что хочет. Ждем лича. Ждем лича. Хочу лича. Хочу, чтобы он показал лича. Кстати, если что, то рейд ночных зверей он не обузится. Если вы юзнете рейд ночных зверей на 35-м раунде, то ничего не будет. А почему так... А что происходит? Почему так мало урона по мартретке? Не понял. Так, -1. Я что-то не понял, почему так мало урона прилетало по мартретке в моменте. О, квапа. Квапа тоже хорошо. Квапа это обезоружь.
Да что ж такое, успокойся, горло. Дух пятерочка. Хорошо. Не берет, ладно. Ему нужен лич. Я более чем уверен, что ему нужен лич. Никто другой, ему тупо лич нужен. Опять дух пятерка пришел. Ну, антимаг, конечно, не будет бороться. Давай ты еще сейчас антимага себе найдешь в 3 звезды вот так вот налегке, на обычных роллах. Ну как налегке? Не совсем налегке, но довольно-таки налегке. Опа, имба. Сломала Чилу позиционку, и он его просто разорвал. Отлично. Интересно, сколько времени чел на топ-1 будет впитывать урона? Сколько времени? Сколько еще времени пройдет? Боже, я вот прям сплю и вижу, как с лечом у него каточка намного лучше пойдет. Клопа, хорошо. Надо ждать. Если чел на топ-1 не перестроится в гритерах или в морских хотя бы, это будет максимально его поплав. Это будет лютейшая ошибка для него. Но мои экстрасенсорные способности меня еще ни разу не подводили. Поэтому более чем... ну тут же 2 дракона будет сейчас. Я только что хотел сказать, типа, мол, отдай сейчас после 3-го тира в Лину, потому что будет намного больше урона. Таргетнуть цель-то. Ну, плевать вообще. Призма! Призма! Отлично. Отлично! Рефрешер. Все, хрень, давай рефрешер. Взгляд Зесса классная тема. Кстати, о птичках. Можно было бы и не взгляд Зесса. Гритеров поставил. Он гритеров поставил. Забей. И Башер просто мусорным предметом теперь висит. 10 из 10. И с маской 5-го тира. И с горном драконьим. Все, как доктор прописал. Ну, благо этот горн не в квапе. Все. Конечное. А вот теперь конечное. Все, посох 3-го тира был сбит. Парам-пам-пам. Ему может помочь только Лич. И только Лич. И никто больше ему здесь не поможет. Только Лич в 2 звезды. И то не факт. Реально и то не факт, что ему Лич в 2 звезды поможет. Перестраиваться в богов, это правильно, потому что ему нужно как можно чаще кастить. И тут он думает такой, боже, а зачем я Лешего скипал? Только Лич ему поможет. Только Лич. Думают, вместо кого его запихнуть. Не знаю, ему надо перекидывать, наверное, свои предметы в Лину, чтобы она с лагуны больше дамага наносила. Только так еще можно как бы это использовать. Я же говорю, ребят, что у меня экстрасенсорные способности проявляются в... Ну ладно. А чё, ну 9 тебе этих магов... А, ну подожди. Точно. Ну жест 5 вообще ему не нужно, потому что он работать не будет от слова совсем.
У него только баф 3 магов, поэтому он не хочет убирать пока что баф 9 магов. Там еще и дух 5 собрался у него в 2 звезды. И Лич в 2 звезды собрался. О май гад. До 40-го раунда доживет, будет хорошо. Он сможет найти там предметы. Ему нужен... Ну, у Лича он скипнул, это плохо. Плохо, что скипнул Лича. Одного мага не хватает. 2 магов, точнее. Лич. От Дума нету прока, он бесполезен. О, дракончик. Фартануло. Я бы и этот отдал бы, на самом деле. Посох 3-го тира. Ну, там бы просто он мог бы не забирать тогда всю вот эту вот толпу, которая там есть. Но просто он получает и так много дамага сейчас. А так реально от Лины есть шанс, что будет больно. Но, честно говоря, я думаю, с Личом у него бы игра совершенно иными красками заиграла. Лич слишком бы имбой был. Но только если ему Лич придет. И то не факт, чтобы ему Лич пришел. Не, на мобах ты можешь вернуть обратно все. Рефрешер плюс аганчик. И жизнь удалась. Я аж сам напрягся, понимаете? Но по закону подлости, когда ты вот знаешь, видишь какое-то решение, вот допустим от Лича, то тебе либо Аганим не придет, либо нужные предметы. Но в данном случае он один раз Лича продал, и вряд ли ему, соответственно, второй раз Лич придет. Второго раза не будет. Все, это будет конечное, скорее всего. Имею в виду просто из-за того, что ему не придет. Так, хорошо. У него бессмертие есть, может не волноваться. С бессмертием он должен их забрать. Еще один посох упал. Отлично, шарбезная. Ну, на шарбезная, конечно, плевать. Я бы сумку брал. Ну, ладно. Мгм. Хорошо сделал. Мгм. Ну, в Дума нет смысла вообще, типа, закидывать предметы на ману или что-то еще. У него же гритеры. Какая разница? От гритеров нету прока. Ой, от гритеров, от Дума нету прока. Только Лич. Единственный шанс только Лича собрать. Серьезно. Но Аганима нету, поэтому... Не факт, что и Лич поможет. А, сейчас палка прилетит. Или не прилетит. Ой, 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 ой. Ну все. Не имба. Не, не имба. А. Вышел из катки. Я просто понимаю его нервы, понимаете? Я очень понимаю его. Ну, типа, вот. Какой бы ты скилловый не был, найдет чел, который просто тебя намного фартовее и просто вот поставит против тебя те же самых гритеров. Ну, это идентичная ситуация. Точно так же меня сегодня вынесли на моем террорблейде. Ой, я спойлернул, короче. Ну ладно. Надеюсь, никто концовку не смотрит. Ладно, короче, немножко проспойлерю ролик, который был 12 часов. Но просто прочувствуйте тот абсурд, который произошел у меня. И это жестко. Стоит ли мне что-то здесь добавить? Возможно, Лич в 2 звезды бы ему помог. Возможно. Но не факт. Не факт. Ой, далеко не факт. Лич, может быть, там продамажил бы огромную толпу, но не факт, чтобы он смог помочь ему забрать Манки Кинга. Потому что Манки Кинг,
одна палка, и ты в вечном стане. И делай, что хочешь, как хочешь, изобретай велосипед, хочешь не изобретай, хочешь изобретай. Вообще плевать будет. Балансный персонаж. Как-то так, как-то так. Обидно, очень обидно. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также, ребят, не забудьте поставить свой лайк в поддержку данного ролика и, соответственно, меня. А кто не подписан на YouTube, подписываемся, потому что цель 5000 подписчиков. Ну и губа не дура, цель до миллиона, естественно. Хочу 1 000 000 подписчиков. Также у меня есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!